Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем ремонтировать электромясорубку фирмы Землер. Мясорубка самая обычная, мощностью 1900 Вт и хорошо работала. Ну вот, недавно перестала крутить. Будем разбираться, в чем проблема. Включаем мясорубку. Мясорубка гудит, но вращения шнека нет. Снимем насадку и проверим, что же со шнеком. В прошлом видео я ремонтировал эту втулку, которая поломалась, и поэтому не было вращения. Здесь она исправная и проблем нет. А вот с внутренней втулкой проблема, и судя по всему она поломалась. Внутренняя часть крутится, наружная не хочет, зубья сломаны. Для того, чтобы добраться до этой муфты, необходимо снять переднюю часть мясорубки. Для этого переворачиваем ее с ногами и откручиваем два шурупа по бокам снизу. Теперь откручиваем два шурупа задней части. Шурупы здесь небольшие, длиной 1 см. С задней стороны есть такая заглушка, под которой тоже находятся шурупы. Поэтому острым предметом ее подковыриваем и вынимаем. Здесь есть два шурупа, которые также необходимо открутить. И осталось отщелкнуть переднюю часть. Тянем снизу хорошо, и вот она выходит. Теперь необходимо открутить эту муфту. Она держится на 3 шурупах. 2 под звездочку и нижний под крестообразную отвертку. Я беру такой маленький ключ с звездочкой и начинаю откручивать. В этой муфте внутри есть часть, которая отломалась. Для того, чтобы добраться до этой детали, необходимо снять заднюю крышку. И снимаем заднюю крышку, потянув на себя. Здесь видно, что поломана шестеренка этого редуктора. Теперь необходимо снять крышку редуктора и вынуть эту шестеренку для замены. Откручиваем болты крепления крышки редуктора. Здесь тоже болты сделаны с головкой звездочка. И снимаем аккуратно заднюю часть. В конечном итоге перед нами вот такая шестеренка, в которой отломана передняя часть. Эта деталь специфическая, ее так просто не заклеишь, потому что у нее идет большая нагрузка. Поэтому придется ее менять и покупать новую. Эта поломанная деталь имеет артикул 187.305. Будем ее искать. Вот я купил на смену старой шестеренки новую. Цена ее не очень дешевая, 180 гривен на базаре. В интернете можно найти дешевле, но я не стал ждать. Ее размеры 31 на 81 мм, номер 051. Количество зубьев одинаково, и для многих мясорубок фирмы Землер они одинаковые. Для смазки шестерни я воспользуюсь смазкой универсальной для редукторов, которая не разъедает пластмасс. Смазкой смазываем ось шестерни и ее зубья очень тоненьким слоем. Этого вполне достаточно. Также я обновлю смазку на остальных шестернях, чтобы они меньше стирались. И ставим на свое место эту шестерню. Немножко разгоним смазку по всем шестерням. И будем ставить редуктор на свое место. И прикручиваем на место все шурупы. Прикручиваем на место заднюю часть мясорубки. Теперь немного смазываем все той же смазкой вал шестерни.
чтобы она хорошо скользила. И прикручиваю на место упорную муфту, не забыв поставить резиновый уплотнитель. Ставим на рычаг выталкивания шнека пружину, которая здесь была, и начинаем одевать. Равномерно обжимаем по кругу, чтобы эта резиновая прокладка не выпала. И ставим на место переднюю крышку мясорубки. Ставим на место декоративную заглушку. Подсоединяем шнек. Вот, шестерня мясорубки заменена. И электрическая мясорубка начала работать. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как заменить шестерню редуктора электрической мясорубки Зельмер. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.